Всем привет! Могу предположить, вы ждали какой-нибудь внедорожник или маслкар в рубрике. Оно, конечно, так интереснее. Возможно. Но с чего вы взяли, что фургон может быть менее интересен? Предлагаю не отчаиваться раньше времени. Скучно не будет. Кто недавно на канале, предлагаю для начала ознакомиться с машиной. Тесты уже отсняты. Ссылка в описании и вверху экрана. Если коротко, это машина из класса фургон. Спавнится практически по всей карте. Не имеет тюнингованной версии, но может быть переделана в заказной вариант Убейни. С виду рядовая семейная машина, а что внутри? Вот и посмотрим. Начинаем осмотр. На решетке радиатора надпись 24V. В данном случае это не обозначение форм-фактора двигателя. Надпись означает, что двигатель имеет 24 клапана. Мы это никак не сможем проверить на практике, но сама информация интересная. Двигаемся дальше. Название модели. Надпись означает дизайн в стиле Vapid. Вау, да быть не может. Так, Rockstar полегче. Приписка «Спорт» на корпусе фургона до добра не доводит. Спорт и фургон. Где логика? Ах, да, простите, забыл, в какую игру мы играем. Логика здесь не ночевала. Та же напоминалка про 24 клапана. Мы еще не забыли, спасибо. Эмблема производителя, как и на решетке радиатора. Задние тормоза дисковые. Тут никакой новой информации. Передние тормоза тоже дисковые, и больше никаких шильдиков не видно. Так, а вот и передний привод. Значит, двигатель должен быть расположен поперечно. Обратимся к теории. Прообразом для Vapid Minivan послужили два автомобиля. Первым был Dodge Caravan 2001 года. От него взяли форму корпуса. Данный автомобиль выпускался с 2001 по 2007 год. Относился к четвертому поколению караванов. Имел привод на передние колеса, только автоматическую коробку передач. Двигатели были бензиновые, но иногда на проданные за границей машины могли быть установлены дизели. Dodge Caravan имел на выбор 3 инжекторных двигателя. Самым слабым была рядная четверка объемом 2,4 литра и мощностью 152 лошадиные силы. Это достаточно для какой-нибудь домохозяйки возить продукты из магазина. Мужчины предпочитали машины с двигателями V6. Объем составлял 3,3 и 3,8 литра, а мощность 182 и 218 лошадей соответственно. Это уже серьезнее, согласитесь. Чтобы не платить за лицензию Dodge, создатели игры приделали к Vapid Minivan оптику и внешнее оформление в стиле Ford Windstar 1999 года. Тоже на спортивность не претендует, не так ли? Привод передний, двигатель располагается поперечно, автоматическая коробка передач. Ford оснащался двумя инжекторными двигателями на выбор. Первый V6 объемом 3,0 литра и мощностью 147-152 лошадиные силы. Не так много для большой и тяжелой машины. Кому было мало, могли выбрать второй вариант с объемом 3,8 литра и мощностью в 203 лошадки. Уже лучше, но тоже явно не спортивный вариант. Ох, Rockstar, мне кажется, вы нас вводите в заблуждение. Такс начинается. Привод передний, а мотор расположен продольно, как у задней полноприводных машин. Двигатель V-образный и очень небольшой. Точно не V8. Скорее всего, простенький V6. Но точнее сказать нельзя. Не видно ни трубок выпускного коллектора, ни впускных трубок, по которым можно посчитать количество цилиндров. Турбины не видно. Простите, Rockstar, но крошечный V6 без турбины на фургоне – это вовсе не обещанный спорт.
Ну вот и купили нас Rockstar. Машина не имеет динамики, мотор маленький и расположен не так, как должен стоять у машины с передним приводом. Качество разрешения моторного отсека низкое. Что касается обещанных 24 клапанов, то давайте считать. Итак, учитывая, что у двигателя скорее всего 6 цилиндров, то выходит по 4 клапана на цилиндр. Серьезно? 4 клапана на цилиндр – это мощная спортивная машина. У маслкаров нередко 3 клапана на цилиндр, и это считается нормой. Если предположить, что и минивэн имеет по 3 клапана на цилиндр, тогда у него под капотом якобы V8. Смешно. Он под капот этого фургона не влезет. Если только прессом не ужать. Мотор или машину. Я больше верю в 2 клапана на цилиндр. И тогда у нас законные 12 клапанов у маломощного скромного V6. В это верю. Напишите ваши мысли по этому поводу в комментариях. Я же говорил, что скучно не будет. Хоть расследование о совершении преступления начинай. Не верится, что компоновку моторного отсека создавал человек, который в душе не чает, что у машины там должно стоять. Уж в Америке и Англии почти у всех машины есть. И как бы игра тоже про машины. Ой, ладно, опять меня понесло в дебри про логику. Надо взять за правило не заводиться так из-за этого. Я пойду, кофейку для острастки попью, а вы ставьте лайк и пишите в комментариях, что обо всем этом думаете. Увидимся, народ.